сын самого Баала, кровожадный, глупый интригант. Жизнь его сломала, и вроде не гигант. Несмотря на то, что наслаждающийся безмерной жестокостью полурослик, обладая таким хрупким телом, получил талант в безукоризненной красоте. Шучу, красноречие. Заболтает любого оппонента так, что тот не сможет устоять на своих двоих. К убийству он подходит как к некому искусству. И желательно, чтобы публики было побольше. Ведь у него очень хрупкое сердечко. Никто не посмеет ему перечить. Иначе последнее, что вы услышите, это как звучат его струны. Звать героя нашей истории так скоро, что в переводе значится Соу-Сун, а для близких – Сосун. У нашего Сосуна нет какой-то определенной черты характера. Добро или зло. Таких понятий в его голове не существует. То, что более выгоднее, либо кто-то чуть больше симпатизирует, потому что Сосунчик на что-то еще извращенец. Таким путем он и пойдет. Но кровавое прошлое и, возможно, нынешнее, вперемешку с его бардовской придурковатостью, создали интересный такой симбиоз. В третий свой заход после 7-го патча, в котором чуть лучше проработали партию за темного соблазна, я решил как раз таки таким путем и пойти, чтобы убедиться, насколько оправдана темная сторона в Baldur's Gate 3. Все началось с того, что нас собрал какой-то осьминог и засунул в пробирки со словами: «Не хотите отведать вкусного червячка на молочке?» Начало ничем не отличается, кроме как возможностью оставить Shadowheart в капсуле. Для тех, кто не играл, поясню, мы за добрый отыгрыш можем сделать то же самое. Просто за злой путь это кажется чуть-чуть логичней, но в нашем случае Сосун думает на несколько шагов наперед, что данная полуэльфийка в будущем нам пригодится. А если говорить по игре, нет смысла ее оставлять, тут выбор очевиден. Добравшись до рубки корабля, потерпев крушение, впервые наш соблазн проявится в моменте с Гейлом. Можем ему поддаться и отрубить ручонку. Тоже не очень логично, теряем потенциального спутника, по крайней мере на момент первого акта. Потому что вроде как после рощи есть вероятность, что он покинет наш лагерь, если ее уничтожить, имею в виду. Но как пишут на форумах, вроде как можно его удержать. Якобы отношение Гейла к ГГ более нейтральное, как к злой стороне, так и доброй. Лично не проверял, я ему просто отрубил руку и дело с концами. А вот уже с нашим бледнолицым другом получаются достаточно интересные диалоги. В убийствах невинных и даже Белочки он будет постоянно на нашей стороне. Тем самым максимально короткий срок прокачаем с ним отношения. А вот уже Лаэзель, на первый взгляд по своей натуре кровожадный персонаж, с опаской будет относиться к нашему темному соблазну. Перебить несколько тифлингов, а некоторых из них унизить, это запросто. Но идти на поводу Абсолют, либо глупое кровопролитие для нее зашквар. Вы спросите, а что же там по Shadowheart? Ее характер как пластилин. Можете лепить под свое подобие. Главное не убивать животных. И на начальном этапе не пересекать ее личное пространство. Добравшись до изумрудной рощи, помогаем тифлингам избавиться от гоблинов и знакомимся с Виллом. А вот уже Вилл персонаж с добротой на сердце, с честью. Поэтому как только мы поможем Ментаре зачистить рощу, он нас покинет. Даже если мы выполнили его контракт по убийству Карлах. Но это произойдет чуть позже, расскажу, что получим. Потому что на сложности тактика, с низким уровнем идти в ту степь рисковая задача. Ну и просто я не слишком опытен, чтобы переиграть врага, пользуясь преимуществом ландшафта, каких-то вещей и так далее. Я сначала похожу, заработаю халявный опыт, потому что даже обычные мозгоеды конкретно нас так потрепали. Если что, я до этого 2 раза проходил игру на балансе. Естественно, враги стали в разы жирнее по ХП, по КБ, из-за чего даже при шансе в 95% можно промазать 3 раза подряд. Плюс они взрывают бочки, если вы стоите рядом с ними. Максимально используют ландшафты то, что у них есть под рукой. И конечно же, наконец-то стали юзать способности. Для меня это в новинку, и я вам скажу, что битвы поменялись до такой степени, будто я впервые прохожу БГ-3. Где-то после 2-й ночи к нам в лагерь придет Альфира. Даже если вы с ней не были знакомы, как говорится, познакомитесь на месте. Но я до этого помог ей написать песню про ее наставницу. Мы отыграли небольшой концерт, и я, конечно же, согласился принять ее к нам в отряд. У Сосунчика на нее были свои планы. Но после завершения дня Сосун просыпается с окровавленными руками, и рядом с ним лежит мертвая Альфира. Причем труп изуродован до неузнаваемости. Действовал наверняка. У нас будут выборы, типа поплакать, что постараемся пофиксить беды с башкой, либо наоборот наслаждаться своим искусством.
пусть и кровожадным. Далее либо прячем труп, либо рассказываем компаньонам, что это наших рук дело. Так как сосунчик Барт любит все делать на публику, некий эксгибиционист, он решил не скрывать свое искусство, а открыться своим, надеюсь, будущим друзьям. Кто-то отнесся к этому нейтрально, кто-то против, а Астарион вообще поддержал, из-за чего у нашего ГГ появится новая кликуха. Ну а после к нам в гости пожалует наш покорный слуга. Кто мы, что мы, он, конечно же, нам пока не расскажет. Зато сделает подгон в виде накидки, которая дает возможность после убийства уйти в инвиз. Отличный подарок, и говорит, что это еще далеко не все. Если будем следовать зову своего наследия, то есть выполнять некоторые убийства, нас будут вознаграждать. На следующий день, бегая по роще, потихоньку составляем план по ее уничтожению. По дороге к местной тюремной камере забежали на склад и решили слегка спустить пар. Тем более Тифлинг была не в состоянии нам дать отпор. А что может быть лучше, чем жертва, которая не может убежать? Так и подумал Сосун. Заверившись доверием гоблинши, она пообещала, что проведет нас в их лагерь. Халявный билетик за спасение никчемного существа. А уже после отправляемся к медичке, которая находится в роще друидов. Она хотела нас травануть, но мы парень непростой и доказали это на действиях. Кстати, чтобы вы не думали, что Сосун слишком кровожадный, он убедил Кагу, это зам первого друида Хальсинга, который чилится на нарах, чтобы девочку оставили в покое, потому что первые должны пасть родители. Так подумал Сосун. Ну а теперь время настало для того, чтобы отправиться в лагерь гоблинов. В лагере мы решили отыграть небольшой концерт, получить метку Абсолют, показать, как правильно нужно допрашивать заключенных и, конечно же, поучаствовать в неком мероприятии, так сказать, слабости Сосунчика. Ах да, забыл сказать самое главное. Никто не смеет унижать Сосунчика. Минус пальчики униженный гоблин – это приятный бонус. План Минтары по истреблению всей рощи нам понравился, но мы попросили дать нам чуть-чуть времени, потому что нападать сейчас, когда они подготовлены, не самый лучший вариант. Для начала нам нужно разобраться с контрактом Вилла, убить некую демоншу, которая обитает поблизости. Как оказывается, ее зовут Карлах. И то, что о ней говорят, что она жестокий демон, который убивает всех на своем пути, мягко скажем, пиздеж. Но контракт есть контракт. Для меня это самый тяжелый и глупый выбор за весь Baldur's Gate 3. Особенно после этих слов. Даже во время драки я очень долго думал, правильно ли я поступаю. Но Сосунчик взял все в свои руки и прикончил Карлах. Получили мы накидку, и Вилл остался без рогов. Мало что это дает, потому что после нападения на изумрудную рощу он покинет наш отряд. В лагере гоблинов в местной тюрьме мы обнаружили медведя. Как оказалось позже, это Хальсинг. Нашу издевку он не стал терпеть, поэтому пришлось его убить. Далее нас ожидает выполнение кучи квестов для прокачки, а также тетушка Этель. Тут все просто. Кстати, она даже не успела убежать, как мы ее прикончили. Но пришлось откатиться и дать ей нормальный бой. А то это как-то слишком жестоко, даже по отношению к ней. Когда у Этель остается мало хп, она предлагает нам сделку. Забирает барышню и дает свой волос. Этот волос навсегда повышает любой из атрибутов. Нам это предложение понравилось, и мы смогли даже выторговать свободу девчули. Найдя палочку, с помощью которой смогли восстановить ее мужа, если можно так выразиться, мы не стали предпринимать никаких действий, а просто отправили влюбленную молодую парочку во свояси, как говорится, любви молодоженам. Это настолько сильно возбудило Лаэзель, что она в тот же вечер решила подкатить к Сосунчику. Он парень без каких-либо суждений. Недолго подумав, отправился с ней провести спокойный вечерок. Теперь настало время разобраться с изумрудной рощей. Сосун заглянул в будущее, чтобы понять, какой же из вариантов будет наилучший. В первый раз договорился с Эвлором, что нападем на Кагу и всеми силами тифлингов атакуем друидов. В моем случае из тифлингов в живых осталось только парочку особей. И по прибытию к Минтаре, дав ей сигнал атаковать рощу, на следующий день роща будет полностью под контролем гоблинов. Вариант для слабаков. Такие мысли посетили Сосуна. Во втором варианте раскрыли секрет Каги, что за спиной она пытается договориться с темными силами. Кагу на нашу сторону не пытаемся убедить, потому что в финальной битве нам она не нужна. И после того, как мы слегка подслабили ряды друидов, вдогонку еще и спиздили их артефакт, который отдали Мол. Получили вознаграждение и чуть позже снова вернем наш артефакт. Двойная прибыль. И уже в этот раз даем окончательный сигнал Минтаре и нападаем всеми силами гоблинов на рощу. Битва оказалась крайне легкой. Финальный концерт.
В этот же день после славной победы в нашем лагере мы закатили вечеринку. Изрядно напившись, переспали с Минтарой. Стоили ли все эти жертвы такого результата? Однозначно да, подумал Сосунчик в тот момент. На следующий день с похмелья наш очень маленький отряд отправился в подземелье. Особых выборов в темную сторону здесь не будет. Помогли грибочкам уничтожить дварфов. После их уничтожения злой грибочек предложил уничтожить добрых грибочков. Наверное, добрых хз. Сосун не грибник в этом вопросе, он решил просто убивать тех, кого просят. Естественно, в этом случае помогаем Нере. По сути, особого смысла не было. Во втором акте я его так и не встретил, хотя Бальтазар что-то упоминал о нем. Убиваем элементаля, забираем амулет и добываем себе с помощью кузни шмотки. С боссом пришлось подраться несколько раз. На этой сложности он мне показался сложным на первый взгляд. Но, как говорится, победители не судят. После мы решили не отправляться сразу во второй акт, а посетить ясли гитьянок. По факту ничего интересного для нашего темного соблазна там не будет. Плюс-минус все линейно для любого вида прохождения. Подытожив первый акт, можно сказать, что мы теряем огромное количество контента, когда уничтожаем изумрудную рощу. Это Карлах, Вил, возможно, Гейл. Из-за смерти Хальсинга во втором акте не сможем развеять тьму, теряем всю сюжетку с тифлингами и так далее и все подобное. Но зато взамен получаем достаточно мощную постельную сценку с Минтарой. Стоит ли эта сценка всех жертв? Для Сосунчика да, а для меня, конечно же, нет. Проще вырубить Минтару в первом акте в лагере гоблинов. Да, это уже не баг, а фича, потому что в конце второго акта она это подметит в диалоге. Спросит, почему всех предводителей гоблинов мы убили, а ее единственную просто вырубили. Да, вы потеряете одну крутую сценку, но зато сохраните десятки часов контента. Это еще не все, что я хотел подытожить. В конце второго акта еще дополню по поводу изумрудной рощи, пока не хочу спойлерить. Прибыв в проклятые земли, где все окутано тьмой, мы повстречали паучка, который сопроводит нас в лунные башни. В лунных башнях, сунув руку в мерзкую слизь, сможем пообщаться и слегка узнать о своем прошлом, что оказывается мы уже бывали в этих местах и много с кем знакомы. Да и Вася мы не простецкий. Также начнем наконец-то раскрывать свой потенциал. При встрече с Кетериком нас ожидает еще один сюрприз – Минтара, но ее хотят казнить. Простите, девочки, но кое-какая ее часть нам еще пригодится. Поэтому, как принц, спасаем из башен нашу Минтару и приглашаем в отряд. Во втором акте у нас есть несколько основных задач, ну и для темного соблазна дополнительная вкусная Изабель. Начнем, конечно же, с Тормов. Я не стал изобретать велосипед, ведь наш Сосунчик все-таки бард. Харизма прокачана в максимум. Любого оппонента до смерти захлыстает языком. Плюс забежал еще в храм, получил различные бафы и пошел наблюдать, как Тормы самоубиваются.
На следующий день идем знакомиться с Джахейрой. Пройти в лагерь и заработать доверие нам помог скрытый агент под прикрытием Кетерика Торма. Но я забыл сказать о самом главном. В ту же ночь к нам пришел наш покорный слуга и сообщил некую весть, что ребятки хотят увидеть, как мы убиваем Изабель. На вопрос зачем и почему получаем ответ, что она слишком добрая для этого мира. Но этот же скрытый агент попросил, чтобы мы доставили Изабель к Кетерику, так как она является его дочерью, о чем мы узнаем чуть позже. Естественно, Сосунчик решил сесть сразу на 2 стула, заработать репутацию у Кетерика и не подвести своих темных покровителей. Для начала вырубаем Изабель. Джахейре говорим, что ее просто украли у нас из-под носа. Из-за того, что Изабель покинула таверну, ее окутывает тьма. Собственно, все ребятки превратились в тени. Придется очень сильно постараться и зачистить лагерь. От нашей подружки-полуорка, которая служит Кетерику, получаем как похвалу насчет Изабель, так и слегка пизделей, что ослушались ее приказа. Ведь она сказала, что сначала нужно отправиться в храм Шаар и там встретиться с Бальтазаром, который в свою очередь должен найти и доставить некий артефакт под названием Песнь Ночи. По дороге мы встретили Дроу и его спутника Ворона. Немножко над ними поиздевались и отправились отдохнуть в лагерь. В лагере нас ожидает битва с Лаэзель за доступ к ее ваджайне, что собственно мы успешно выполняем. Добравшись до храма Шаар, пришлось пройти кучу испытаний, встретиться с Бальтазаром, посмотреть на самовыпиливание наших врагов. Stay very still. My beauty. If you're wrong about this, I'll claw my way out of Avernus and eat you alive. Contract be damned. Nicely played, Raphael. Bastard. И наконец-то встретиться с Песнь Ночи, которая, как оказалось, никакой не артефакт, а человек. Да, артефакт, но человеческий. Тут нас ожидает несколько путей развития событий, но которые по итогу приводят к одной и той же цели – убить Кетерика, никак иначе. Если мы отдадим Песнь Ночи Бальтазару, в таком случае наш отряд покинет Шэдоухард, что естественно очень сильно бьет по отряду и всем дальнейшим событиям. Нас и так по факту 5 человек. 4 у вас на экране, а 5 сидит в лагере и готовит нам эликсиры. То есть в этом случае отряд заметит потерю бойца. Какое нам дает преимущество, если весь второй акт подлизывать зад Кетерику? Мы вернули его дочь Изабель и доставили Песнь Ночи, при этом много чем пожертвовав. На крыше лунных башен все идет сначала по плану, но потом Кетерик обнаруживает, что артефакт, который он ищет, все время был у нас. Драка не состоится, а мы сразу окажемся в руках Бальтазара. Нужно выбраться из капсул и добраться до Кетерика. Нас будет ожидать сам Кетерик, а также его дочь Изабель, которая уже находится под состоянием Личинуса. В этот раз придется сразиться как с Кетериком, так и Изабель. Песнь Ночи будет находиться в плену. Нужно будет сначала добраться до нее, освободить и уже вместе дать отпор. По сути, мы скипаем битву за лунные башни, битву на крыше лунных башен. И все. Если ваш отряд очень слабый, возможно, сработает. Но в плане артефактов, опыта, или возможно, как я, кстати, изначально думал, что кто-то присоединится к нам в отряд. Нет. Допустим, я оставил паука в живых. Не убил его, когда была супер легкая возможность во время нападения орфистов. Думал, будет с ним какой-то контент, а еще лучше присоединиться к нам. Представьте такую махину в вашем отряде. Но ничего подобного. По прибытию в лунные башни он пойдет на крышу и будет там находиться до конца второго акта. Следующее, кто я подумал, хотя бы сценку там увидеть. Полуарчиха. Ведь она даже намекала несколько раз, что если мы справимся, она с нами повеселится. Тоже нет. После убийства Кетерика все лунные башни будут пустыми. Я загуглил, попытался найти инфу за нее. Может, в третьем акте встретим, но вроде как нет. С пауком возможно то же самое. В общем, подлизывать зад Кетерику не имеет никакого смысла. Парочка уникальных диалогов, скип боев и все. Во втором варианте мы можем поступить 2 способами. Спасти Песнь Ночи, она поможет нам в бою против Кетерика, либо убить ее. Тем самым Шэдоухард станет темным юстициаром, получит уникальные шмотки, новые уникальные способности и причухан.
но как любовный интерес пропадет. Я же выбрал как раз таки этот вариант. Сосунчику все-таки нужны в отряде очень сильные ребята. Добравшись до лунных башен, нас встречает полуарчиха и ее орава войск. Битва будет в моем случае не такая сложная, потому что мы по сути уже почти 10 уровня. Все очень быстро распадаются, но бывает прилетают удары прям очень жесткие. Конечно же, было проще не убивать орфистов, а заполучиться их помощью, чтобы всем вместе атаковать лунные башни. Но у нас темный соблазн. Делаем спецом поступки максимально глупые. Добравшись до крыши, нас снова встречает паучок и орава бойцов. Как и говорил ранее, знал бы я об этом, я бы лучше убил его на месте с орфистами, потому что пришлось отвлекаться еще и на паучка. Деремся с Кетериком, практически побеждаем и отправляемся в подземку, чтобы его добить. Тут в принципе все как и раньше, но из-за того, что до этого Кетерику накостыляли на крыше и плюс избавились от песен ночи, битва с его формой скипнется. Что в этом случае упрощается? Не нужно бежать за песен ночи ее спасать, так как она уже мертва и можем сконцентрироваться на врагах. То, что я говорил ранее, смерть Изабель засчитается даже когда она под личинусом. И нам дадут в награду очень интересную и уникальную, практически форму. Я-то об этой форме не знал. Теперь понимаю, что Изабель нужно было убивать прямо в лагере орфистов, чтобы получить ее как можно раньше. По итогу Кетерик мертв. Минтара довольна. Да и мы все вроде как довольны. Подытожив второй акт, можно сказать следующее. Путь темного соблазна, либо выборы во втором акте очень сильно ограничены за сторону тьмы. Мы много чего лишаемся, а приобретаем практически ничего. Скипнуть пару битв с Кетериком, ну такое, тем более они простые. Вот Миркул — это уже другое дело. Наверное, это было слишком наивно, но я думал, что к нам присоединятся как минимум 2 новых человека в отряд. По крайней мере, паук и полуарчиха прям идеально подходят. Другое дело, что не слишком сильно подвластный Абсолют. Но может им как-то промыть мозги и сказать, что Кетерик сошел с ума, и его нужно остановить. Якобы он идет против Абсолют. Короче, тут уже начинаются хотелки и различные теории. Сам факт говорит о том, что этот путь абсолютно бесполезный. Да, получаем форум, какой-то артефакт. Плюс в одну из ночей к нам снова придет наш покорный слуга и скажет, чтобы мы убили нашего спутника, которому имеются чувства. То есть, если пойти вообще по полному пути соблазна, то лишимся еще одного спутника. Вы скажете типа да, можно наемников нанять, но путь темного соблазна от этого не становится проработанней. Для соло-игры да, но мы-то смотрим на игру в общем, насколько та или иная часть играбельна, либо интересна. У нас есть уникальные спутники. Из них только Астарион прям полностью поддерживает наш темный путь. Ну и частично Минтара с Лаэзель. Хотя тут больше принципы, чем темная сторона. По мере продвижения за добрую сторону к нам будут присоединяться и другие спутники. За злую нет. Да, Джахира тоже будет в нашем отряде, но вы знаете, к какой стороне она относится. Еще раз повторюсь, что не хватает паука и этой полуарчихи. Ну или очень сильные артефакты, а их тоже нет. Вообще никаких уникальных. Короче, ребятки, я слегка расстроен, что темная сторона БГшки 3 скучновата. Мы просто теряем спутников и контент, взамен получаем пару строчек. Если отыгрывать просто темного соблазна, неплохо, но нужно моментами его все-таки удерживать. Так сказать, злые события интересны именно в определенном моменте. Кого-то столкнуть, убить, еще что-то. Хотя бардовский класс, когда ты можешь притворяться придурком, это прям лучшее, что есть в игре. И заменяет всех темных соблазнов, злые пути, добрые, абсолютно все. К тому же где-то я мог ошибаться, потому что 3-й акт я еще не завершил. Возможно, там раскроется что-то новое и будет кардинально иметь значение. Финал примерно я представляю, видел некоторые спойлеры. Сами разработчики, в принципе, в 7-м патче показывали гифки различные. Но как и что по факту, я не знаю. Короче, если увижу, что эта тема вам интересна, продолжим. Встретимся.